Здорово, потомки! Вы на канале Pan Hurricane. Меня зовут Паша, и мы начинаем проходить игру More. Ну или Pathologic. Для кого как. Надеюсь, никаких интересных мест тетенька нам не будет показывать вот это. Блин, курсора не видно. Что ж, начинаю с самой сложной сложностью, которая есть в игре, которая каноническая, в которой будет тяжело. Но в этом наш смысл. Чтобы постичь игру, нужно играть на самой сложной сложности. Я без шапки Пикачу, потому что тут жарко, я ебу. Так, наша постановка начинается с полуслова. Возможно, вы не сразу поймете, что происходит, но скоро картинка начнет складываться. Побыстрее можно загрузиться как-то, нет? Было бы славно. Серии будут где-то минут, наверное, по 50 в целом. Это у меня такое мыло? А, нет, все нормально, загрузилось. Так, где я? Бегать можно. Хорошо. Ну что же, Бурах, провалена ваша роль. Ничего в этот раз не вышло. Что за проклятая постановка? Уже вторая попытка. И вот, пожалуйте, снова провал. Да ладно вам, в первый раз хорошо же получилось. Ну, об этом, простите, не вам судить. Все выкладывались как могли. Все, проехали. Ищите птицу, у нее получайте расчет. Думаю, он окончательный. Если кто и принес хоть какую-то пользу, так это они. Ну-ну. Я что там наехал на каких-то птиц. Не знаю. Какие-то птицы. Опа. Так, что у нас тут? Балдею, а что так темно? А посветлее нельзя? Нет, я-то вижу, но вот я вижу этот угол, но на записи это же темень галимая. А YouTube, наверное, еще темнее сделает. Левый контрол. Видно люди, которым есть что сказать. Хорошо. Мне больше не доверяют. Они даже не позвали меня на совет. Где наши птицы? Ты наверху, где же им быть? Если ты про живых, конечно. Кто это? Люди, они такие. Птицы, оказывается, были совсем не птицы. А знаешь что? Наклонись, шепотом на ушко скажу. Ненавидеть Пальцы. тоже, в общем-то, не умеют. Это они тебе сами сказали? Ага. Так и сказали. Мы не птицы, мы пальцы. Потому и называли их исполнителями. Ты не устал? Хочешь боль сниму? Головную. Попытайся, не умеешь же ты все равно. Надо наверх подняться. Тени какие-то. За расчетом? Ну, окончательное сведение счетов сейчас идет в городском соборе. Кто там? Начальство. Ну, кто же еще? Двери открылись. Оп. Оп. Нажмите J, чтобы вспомнить, куда идти. Мы все переиграем. Решения принимаются в соборе. Хоп. День 12, последний, в который Гаруспик ставит точку с запятой. Ой-ой. Тут не с кем говорить, да? Тряпка какая-то. Как? Шлыгин заразился, Аничков заразился, Яксен заразился, Поручик заразился, Курбанов заразился, Вьюжин заразился, Капитан не заразился, башку себе прострелил. Понимаю. Здесь есть что-нибудь? Ой, музыка лупендит. Ребятам нечего сказать, как я понимаю. Кошмар.
Чумная стилистика. Ау. Нельзя. Воу-воу. Стреляют, сжигают их. Хорошо. О, плохо, точнее, плохо. Можно? Нельзя. Не на что смотреть, доктор. Штатная работа. Да, работа палачей. Вы убиваете людей, негодяи. Трудно поверить, что вы наши солдаты. Хуже оккупантов. Отставить этот цирк. Живо. Вы лучше нас знаете, что спасения от песчанки нет. Люди сходят с ума от боли и не отвечают за свое поведение. Мы избавляем их от мучений. Это раз. Не даем им заражать здоровых. Это два. Действуем по инструкции. Вы сжигаете их заживо. Мы сжигаем миазмы заразы. Вы выполняете преступные приказы. Идите, доктор, нечего мораль читать. Делали бы вы лучше свою работу, не пришлось бы нашу делать. А лекарства как не было, так и нет. Думаете, мы хотим сжечь и стрелять по гражданским? Эти люди здоровы, они вам на что сдались? Это мародеры. Повторяю, ведем штатную работу. Вы своим делом занимаетесь, а мы своим. Отпустили бы вы их. Стреляйте, чё вы. Тетенька. Лежит. Оп. Это нам надо. Опа. Лицо какое-то интересное у него. Отличается от других. Все ограждено. Как-то... О, можно прыгать. Смогу ли я? Оп. Не, невидимая стенка тут. Ладно. По девчонке прошелся, по горбу прям. Знаю, куда ты идешь. Хочешь совет? Как? Разве ты жива? Слушай совет. Ты думаешь, что она тебя полюбит? Думаешь, что она тебе друг? А она нам всем враг, потому что привез сюда пушки. Начинай разговор не с ней, с ним начинай разговор. Бояр Ла Саба. А теперь мне пора идти. Ладно. Жестко. Что тут есть что-нибудь? Полутать. Уголок какой-то. О. Любопытные создания, но вот цвет мне не нравится. Надо перекрасить в черный. Что думаете, доктор? Черный бы выглядел лучше. Ладно. О, надо. Первая серия, видимо, будет просто обучающий какой-то. Пить. Ножницы. Пружинка. Попить. Что-то об игре я знаю, но не так много, как хотелось бы, да? Так что в целом это будет мои первые эмоции. Сам я в эту игру вообще никогда не играл. Да. Вот так. Вот так как-то. Ужас и мрак. Ну, на то игра и мор, как бы. У нее довольно интересная
концепция, так скажем, и довольно интересная атмосфера. Атмосфера лютой безнадёги. Поэтому видосы я большие делать не буду, а то еще в депрессию впадете, и я потеряю своих потомков. Ну, сейчас обучение пройдем. И так побегаем, наверное. Успеем что-то поделать. Никаких писем тут нет. Девочка танцевает. Оп, 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 оп. О, привет. Ладно. Волк. Как-то странно у них тут район сделан. Дети танцуют рядом с трупами. Маюши и еще кто-то. Агарок. Ножнички. Страшно, очень страшно. Ведь? Не, никак. Опа. Что это? Ебать. Жало какое-то. Здесь материться тоже можно. Игра позволяет. Игра жесткая. Етить, колотить. Ой, ну, знаете, это очень хорошо после Амори в такие игры поиграть. Амори тоже жесткая, но Амори грустная, потому что там ситуация создается грустная. А здесь... Здесь немножко все по-другому. Опа, кто-то сигналит на улице. Монумент какой-то. Кстати, где я вообще? Не заблудиться бы в прологе. Чистая помоечка. Вообще, наверное, стоит снимать это с приглушенным светом у меня, да. Я слишком выделяюсь на этом фоне. Ну ладно, была не была. Потом посмотрим. Главное, оставляйте свои комментарии, потому что только вы определяете качество контента на моем канале. Помоечка. Оп. На ПКМ можно все, значит, быстро забирать. Это очень удобно. Не придется перетаскивать по-дурацки. Видите? Пойдем. Нам сюда получается. Ой, ё-моё. Долгое открытие двери. Хыть. Тик. Так. Она сказала, изначально начинай говорить с ним. С ними, так полагаю. Ноги в тепле, голова. Это тот самый медик? Это тот самый медик. Что вам? Мы можем лечить эту язву. Я даже понял, как. Доказательства. Это не совсем научно. Особая медицина. Традиции моего народа. Что за нелепый лепет? Ваше имя и должность. Артемий Бурах, хирург. Ясно. Дайте мне основания, чтобы отменить приказ о бомбардировке. У вас одна попытка. Я открыл рецепт сыворотки. Понадобится время для массового производства, но он есть. Нет, Бурах, если бы вы мне сказали, что на рельсах стоят 3 цистерны с вашей чертовой панацеей и бригада столичных врачей, готовая начать вакцинацию, или как это там называется, вот это были бы те слова. А теперь назад, пути нет, слишком многим рискуем. Мы работали всего 12 дней, это мало. Привет. Но я начал говорить с ним. Зачем ты пришел? Подтвердить, что у нас есть средства борьбы с чумой. С чумой, но это не с эпидемией. Какая разница? Все уже решили без тебя, ты здесь не нужен. И что решили? Кто ты такой, чтобы мы отчитывались перед тобой? Провинциальный хирург? Лекарь-самоучка? Практикуешь варварскую народную медицину? Впрочем, я знаю, кто ты. Ты тот, на кого я ошибочно понадеялась, а ты подвел меня. Вон отсюда. Эй, там, взять его и вывести.
Опа. По столу нельзя пройтись? Нет. А если все-таки... Эй, ты сука, а? Значит, упорный. Хотите вторую попытку? Нет, не вторую, а первую. Ладно, поехали. Будем считать, что последний поезд еще не ушел. Смотрите, не опоздайте. Ладно, поехали. Тик-так, тик-так, тик-так. Опа. Вы Артемий Бурах, хирург, который возвращается в родной город из-за тревожного письма отца. Я в поезде. Консервы всякие. Хлеб. Дурак, что ли? Ебануться. Рон Уизли. Ты нормальный? Рон Уизли, ты нормальный? Оп. Закрыл. И сел. Босяк. Как ты оказался в этом гробу? В гробу был не я, а ты. Прятался. Честноватое купе ты себе выбрал. Но это костит что-то. Гроб — это лучший транспорт из всех возможных. Доставляет такие дали, куда даже мысль не достает. Ты похож на живого. Стало быть, этот транспорт тебе пока не в карману, безбилетник. Такой же, как и ты. На этот поезд билетов не продают. Совсем скоро я буду дома, надо только не отвлекаться. Так а что делать-то тут? Просто ждать? Опа. Ля-ля-ля-ля-ля. Врезались? Сошли с рельс? Где я? Есть что-нибудь? Можно фонарем телепать. О! Сейчас раскатаем его. Ладно. Пофиг. Вот этот гроб, да? Ля. Ля, бык. О. Рельсы — это красиво, они всегда ведут к одной цели, и свернуть с нее невозможно. Разве что только вот так. Глупо потерпеть крушение по пути, погибнуть, лишь бы только избежать своей судьбы. Глупо, скучно. Где? Что это за чудовище? Где? Впереди или сзади? Сзади. Это босс Турох. Существо из степных легенд, отец его живого, из которого был сотворен мир. А что он сейчас пытался сотворить? Глупость. Жизнь никогда не становится смерть. Где же смерть? Как видишь, по этой артерии кровь больше не течет. Впереди тромб. Ты врач, говорят. Если у тебя с собой лекарство. Что за тромб? Что за черные хлопья? Откуда нам знать? Ты же врач. Иди и смотри. А мы просто следим за тем, чтобы ни один поезд не сошел с рельсов. Ваши тоже вернем обратно, как только эта химера уберется с дороги. Я пойду дальше пешком. Меня там ждут. Что? Впереди темно. Я вхожу по шпалам в черное облако. Ты говорить будешь? Нет? Я могу просто, но... Пойти, допустим. Понял? Просто уйти я не могу. Или... Видимо, что-то я пропустил. Что ты там мучаешь? Оп. Сколько выпало? 3 и 5. Давай меняться сокровенным. Тогда ты первый. Ну вот, боюсь я, например, что в городе мне не обрадуются. Гнать меня будут как собаку, двери передо мной закрывать, мало сборов соберу, цели свои не достигну. Ну это так, тревоги, опасения, все у меня получится. На мотаря ты не похож, мотари в мягких вагонах ездят.
Да нет, теперь твой черед. Скажешь честно, судьбу изменишь. Примета верная. Мгм. За отца боюсь. Он письмо меня вызвал. Тревожное было письмо. Какая-то беда у него случилась. А сыграть не хочешь? В ящик? В кости. Ты играешь в кости? На что играть будем? На судьбу твою. Шутник ты, попутчик. Так мы приехали, нет? Сколько ехать можно? 20 минут уже едем. Все в гробах. Выйти можно. Прикольно. Эйть. 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 Так. Опа. Ну, в меня этим уже не напугаешь. Пуганый. Я не знаю, смысл собирать эти вещи, если, мне кажется, их мне не вернут. Ну, после вот этого всего прикола. Хоба! Кто здесь? Девочка. Живая. Тяжелый кто-то, по шагам слышу тяжелый, в глазах темно, я тебя не вижу, смерть моя, что ли, пожаловала? Да, у тебя жар, горишься. Нет, я врач, что с тобой? Воды бы пить хочется, иссохла вся, воды принеси, водички. Сейчас принесу, потерпи. Так, где мне воды взять? F. У меня есть фонарь? Нету фонаря здесь. Что так пустые бутылки, дурочка? Где я тебе воды возьму? Ой, ё-моё. Открыть. Вода есть у вас? Нету? Тут воды нет? Тоже нет. Здесь? Ой-ой-ой. Ух. Ладно, я не беспокою. Здесь вода. Наберем побольше. Пить. Воды, воды, воды. Опа. Чего? Эржан, вставай. Сон, что ли, дурной увидел? Да, сон, надеюсь, не вещи к отцу, значит, едешь к нему. Я тоже. А почему стоим? Приехали, что ли? Что за... Пусть мать Бодхо греет твои следы, Холбон. Ты не забыл свой народ? Так, да? Нет, не забыл. Хорошее ли у тебя сердце? Кто может об этом судить? Мы сердцем землю слушаем. Есть пульс у сердца, есть пульс у земли. Если они звучат в лад, ты слышишь язык земли, травы, язык тепла и холода. Гляни, слушай Тенгер. Чьи это слова кругом? Это говорит земля. Разные. Времени много прошло, давно тут не был. Забыл все, сердце твое испортилось, Тенгер. Дай нам посмотреть, не гнилое ли оно. Как будешь смотреть? Бой покажет, чье сердце лучше слышит, кто разбирает неслышную речь. Посмотришь на мое сердце. Моя плоть от плоти уклада. Я не отрывался от своего народа. Посмотрю. На!
Бах! На, блядь! На! Хей! Надо бить дальше. Хей! На! Когда не хватает дыхания, удары слабеют. Опа! На! На! О! Не все атаки можно отбить. А! Как ногой драться? На! На в поддых! Время боя в блоке дыхания становится быстрее. Ага. На! На! Оп! На! На! На, бля! На нахуй! Что ты думаешь, я слабый? На! На! Пусть прольется кровь. На! О! Ты чё, нормальный? На! Когда врагу тяжко, он сдается. Обменяться сердцами с тобой, Халбон, братьями станем. Зачем тебе мое? Оно ж гнилое. В реке здоровой крови капли испорченной крови совсем растворится. Нет меня и тебя, есть народ Хатенге. С нами смешай свою плоть. Добро, пусть будет так. Все, мы типа сердечком поменялись. Ладно. Ладно. Эй, попутчик. Почти добрались. Кости сыграем. Хватит уж наигрались. Теперь не до игры. Надо делать. Надо дело делать. Что, уже город? Ты не тревожься, не пропустишь. Мы же по рельсам едем. Рельсы, они как судьба. Всегда в одно место ведут. Следующая остановка последняя. Настоящая. Хорошо бы. Ладно. Занятно с тобой было время скоротать. Желаю удачи с отцом. Заждался тебя, поди. Удачи и тебе. Ты нормальный? Чего? Ничего не понятно. Где я? Сын мой Артемий, пишу тебе теперь после стольких лет разлуки и прошу вернуться домой как можно скорее. Мне тревожно. Боюсь, что нам всем предстоит нелегкое испытание. Надеюсь, ты выучился на отличного хирурга, потому что твои знания могут здесь пригодиться. Я по-прежнему единственный врач в этом городе, но я старею. Мне очень нужен помощник. Такой голос. Прям реально чувствуется, что отцовский. Смеется кто-то. Страшно, очень страшно. За этой стеной смеются. Пируют, наверное. Кайфуют. Режек нашел. Тут тоже смеются. Хи-хи-хи-хи-хи. Страшно. Хи-хи-ха-ха.
Я все лутаю, все подряд. Но этот смех, он меня очень пугает. Я прям с ума схожу, что-то. Опа! В темноту вошел. После вступления игра перестанет сохраниться автоматически. Ищите, где сохранится вручную. Хорошо. Будем знать. Час понадобится только на вступление, ребят. Это мы, типа... Ух. Подрались. Оба слезли с поезда. Три мужичка. С ножами что-то. Ножи достали. Бах-бах-бах. День первый, в который Гаруспик выяснит, что его родной город изменился до неузнаваемости. Все заберем у вас. Сухарик. Жажда, пить хочется. Неправильно ты, горбатый дядька, руками шевелил. 3 человек насмерть уходил. Тебе теперь всю дорогу этот грех нести, не отмоешься. Так кто такой песик? Я такой песик-поводырь, ну и сторожевой заодно. Сижу вот, душу свою караулю. Помрешь, отведу куда надо. Помру, если кровь не остановлю. Вот только чем бы. Возьми этот жгутик. Это был мой поводок. Тебе теперь нужнее. Спасибо, а ты добряк, я погляжу. Ага. Все-таки зря ты так резко с ними. Вжик-вжик, а ты жмура. А у нас так не принято, тут правила другие. Не надо было так. А как? Нежнее с людьми надо. Ну вот ты убедил их. Побежали они от тебя. Так и пускай себе бегут. Обратно не вернутся. В другой раз отпущу. С ним можно говорить. Этот вот, который с ножом на тебя полез. Кирик с Кожевиного. Его не жалко, дурной был мужик. Они меня тут ждали, что ли? Не тебя, ошибочка вышла. А кого? А пес его знает. В городе бьют этой ночью... В городе бьют. Этой ночью убили кого-то. Пойти понюхать, что ли? Авось да не врут. Нет уж. Лучше пусть врут. Хватит на сегодня крови. Забавный ушастик встретился мне на станции. Что он там делал в темноте? Отец послал мне письмо. Этой ночью убили какого-то важного человека. Родной мой город встретил меня заточенными ножами. Как это понимать? Во. Жизнь можно жгутом повысить. Ну, пока не будем этого делать. Тут, как говорится, каждый ресурс. Я уже просто изначально знаю, что тут ресурсы будут тратиться. Ого-го. Опа. Тень. Умоляю, тише, чтобы он не услышал. Наклонитесь ко мне, вот так. Он вам всем говорит неправильно. Он желает вам смерти. А что ж это такое? Все тут желают мне смерти. Не ходите домой, Бурах. Куда угодно идите, только домой не надо. У вас же тут есть друзья? Есть 3. Это ваш город, Бурах. Вы еще даже не поняли, насколько он ваш. Живите в нем, просочитесь в него, изучите его сосуды, нервы и клеточки. Город — вот ваш настоящий дом. А это место, куда вы сейчас направляетесь, туда вам не надо. Простите, но больше ничего не могу вам сказать, иначе меня жестко накажут. Я подумаю. Итак, Бурах, ты почти мертв. Жить тебе осталось от силы несколько минут. О чем я тебя торжественно извещаю. Ты тоже один из этих буянов? Нет, конечно нет. Это были мирные граждане, ремесленники, фабричные, послушные сыновья и отцы семейств. Я более опасная фигура, я маска судьбы. И какую судьбу?
Ничего себе мирные. За что они хотели меня убить? Это тебе объяснит мой товарищ. А что ты можешь мне сказать? Тебя несколько раз ударили по голове, а кулаки у местных крепкие. Может, ты не заметил, но у тебя 4 ножевые раны, из которых одна весьма серьезная. Ты потерял много крови, а местный климат не располагает к перегрузкам. Ты случайно не сердечник? Нет, здоровье у тебя на нуле. Я не ошибусь, если предположу, что ты не ел пару дней и не спал всю прошлую ночь. Значит, голод и усталость у тебя тоже в критическом состоянии. Интересно, что именно тебя подкосит? Что будешь делать? А что посоветуешь? Для начала перевяжи раны. Спасибо, птичка. Но меня вон уже песик перевязал. Какой песик, Бура? Ты уже бредить начал? Нет тут никаких собак. Еще бы, конечно, перевязок добыть не мешал. Вот только где? В аптеках, Бурах, в аптеках. Чему ты только учился 6 лет на своей хирургии? Но не только в ранах дело. Тело — твой главный враг. Оно играет против тебя. Ты уже держи с ним ухо востро. Следи за его сигналами. Спасибо, буду знать, к кому обращаться, если захочу понять, как я устроен. Добро пожаловать в родной город, служитель. Давненько тебя здесь не было. Поди, не помнишь, как терпко пахнет твирью местный воздух? Да знаешь, почему на тебя напали? Нет. Дело такое, ищут убийцу. Этой ночью в городе был убит один влиятельный человек. Люди любили его. Не всякие дети так любят доброго отца, как народ любил покойного. Не суди уж их строго. Кто был убит? Ты его знал. Хуже, чем тебе кажется, но лучше, чем многие. Скоро все выяснишь, тебя не минует. А я пока не могу сказать. Тайна следствия. Так ты еще и следователь? Все мы немного следователи. Все вокруг врут, так что за правду приходится добираться собственными мозгами. Так и твой отец говорил. Собственно, его и цитирую. Мне ведь немного знаком твой почтенный родитель. А сегодня мы стали с ним еще ближе. Вы-то близки, не ругались? Мы никогда не ссорились. То-то старый Исидор Бурах, врач настоящий, человек настоящий, хоть и несчастный. Чтишь отца своего? Чту. Ну хорошо, оставим это время дорого. Кстати, у времени. Это важно. Используй время разумно, Бурах. У тебя его совсем мало осталось. Сколько? У тебя меньше 2 недель, Бурах. Дней 12. Это я как специалист тебе говорю. Так что используй его с умом. А сейчас иди-ка домой. Чего ты тут топишься? К слову о потерянном времени. Тебя там отец заждался. Я в самом деле пойду домой. Затем я и приехал. С этим еще раз можно поговорить. Настойчивый ты, я погляжу, упорный. Это хорошо, с таким настроем, может, ты протянешь еще пару деньков. А пожрать у тебя есть что-нибудь? Пшено тоже сгодится. Продукты продаются в лавках. Ну тогда легкой тебе дороги, Бурах. Хотя легкой она, конечно же, не будет. Что это я? Какой совет ты мне дашь? Будь осторожен, прячься от прохожих, они сейчас напуганы и коротки на расправу. Не доверяй никому и поговори с моим почтенным собратом. Он тоже имеет пару слов, чтобы тебе сказать на эту тему. Ладно. Все так. Пойдем. А куда мы? Пойдем. Туда? Ладно. На свет не попадаться, да? Сколько уже? 38 минут. Склады. Здесь живут только крысы. Ладно. Начинаем набирать ресурс. Все, попил водички. Обиделась, видно, или стыдный. Уж отпустили ее, иди, говорю, сердечно, все стоит, не уходит. Что ж, мы с уважением отнеслись. Только ножки, значит, проверили, а без этого никак нельзя. Ну, человечьи ножки, все по части. Все по чести. Иди, говорю, не уходит. Ножки? Зачем ножки? Не костяные, не глиняные, настоящая девушка живая, не шабнак. Что ж, коли настоящий, так пускай идет. А вот не уходит, оскорбилась, стало быть. У них у степняков мораль особенная. Страха смертного нет, тело резать жалеют, а стыдятся на странное. Вы кто такие? Мы люди Сабуровых. От каждого из 3 домов, значит, челядинцев отрядили убийцу ловить. От альгимских, от кайных, ясно. Ну и от Сабуровых, само собой. Мы сабуровские есть. А ты кем будешь, мил человек? Я сын Исидора Бураха. Как же,
Батюшке вашему поклон земной, почтенный человек, дочку мою с того света, можно сказать, вернул. Уши не чаяли, что выживет. Так и передайте, мол, Петр Казадой кланяться велел. Передам. Хорошо, передам. Без проблем. Чё это? Я подумал, черепа. Тут есть какая-нибудь помоечка? 8:02. 8:03. Время идет, реально. Так что лучше торопиться. Пойдем сходим сюда. Хейть. О, еще больше разговоров. Нормальный? Нормальный. Обыскать. Залутались. Титьки не палишь? Не придется вырезать. Тень Григория. Даже в таком рукотворном городе водится подпольный крысиный люд. Они не в ладах с законом, им плевать на мораль. К ним обращаются с сомнительными просьбишками и просьбами. Кто ты? Тень, можешь считать меня его совестью. Вот всегда знал, что совесть Грифа находится где-то рядом, но все же отдельно от него самого. Ты знаешь моего хозяина, он твой друг, и он не слишком-то изменился с тех пор, как вы виделись. Он всегда любил ходить по ножу, никогда не любил законов, но подлым безжалостным не был. А я тут подумал, он хочет казаться подлым правителем, царьком местного воровского мирка. Не быть, оказаться, играть в подпольного воротилу, на самом деле он не таков, для него это все. Воры и крысы не терпят фальшивых вожаков. Ты хочешь сказать, что они все тут войнушку играют? Город у нас такой, знаешь, сам. Это очень хороший город. В нем живут красивые люди. Он одухотворен необычной мечтой. Настоящей жесткой преступности нет. Воры и крысы те же. Те тоже помягче. Ну-ну. Сказать, о чем он сейчас больше всего тревожится, твой старый друг. Он тут играет перед тобой лихого Жигана, но внутри у него все колотится. Ну? Он тревожится о том, что начала литься кровь. Скорее всего, эту кровь пустили его человечки. Те, что черлись тут возле него до поры, зубов не показывая. Ты решишь, что он держит их в кулаке, а значит, сегодняшняя истерия — это его рук дело. А почему ты знаешь, что он такой совестливый? Я его тень, мне ли не знать, о чем сейчас тревожится его сердце чувствительно. Может, он косвенно причастен, может, он их распустил, может, он их развратил безнаказанностью и болтовнёй о том, что любой закон — это цепи, которые надо рвать, чтобы стать человеком. Но крови он не хотел и не хочет, ты помни об этом. Ладно, тень, ты меня немного успокоила. Швы, что ли, опять разошлись? Какие гости в наших Палестинах? Это ж сам Артемий хоть кол чеши на темени, еле признал тебя. Забурел, потолстел. Хороша, видать, кормежка за кордоном или там, где вашу милость носила. Ну, здравствуй, братуха. Здравствуй ты. Мышки нашептали, что ты едва приехал, сразу убийцей заделался. Стало быть, прибыло нашего полку. Ничего у меня схоронишься. Тут на складах я хозяин. Всем товарам учет веду. Значит, и для тебя полка сыщется. Я защищался. Ты скажи, как думаешь жить? А почему ты спрашиваешь? Медведь старика твоего убили этой ночью. Или еще не знаешь? Что, врешь? Вот это расклад так расклад. А народ-то дурак, тебя за то и ловит. Да ты кто такой, не ведает. Ну да, мы поправим. Только время дай. Поправь. А впрочем, как хочешь. Мстить будешь? Или чего поумнее придумаешь? Сначала узнать бы кто, а там видно будет. Только к Сабуровым, смотри, не ходи. Такой волчара, что хоть и черту под начало. Комендант аж до самых гланд. Сначала в клетку засадит, а через полгода вспомнит, что покормить забыл. А то знаю тебя, ты же вправду веришь, дурак. Сам ты дурак. Иногда люди готовы говорить несколько раз подряд. Наших ты повидал уже? Стаха, Рубина, Лару? В среду встал, да корову украл. Нет, никого еще не видел. Со мной они все уже не те, что в детстве. Дружбу старую забыли. Форель-то совсем нос воротит, а со Стахом с год как натянулась. Давича вот звал его прийти, даже не отозвался. А зачем звал? Видел, что на улицах делается. Взбесился народ, как про убийство узнал. Не то тебя ловит, не то чуду степную. Вот и мои ребята под толпу попали. Доктор нужен, а кто их там теперь заштопает, когда батя твоего не стало? Только Стах и мог бы. Первый ученик у него был. Давай заштопу, я умею. Тут твои. Не тут. Кукиш вернулся, говорит, сохранились в доме одном. Лежат там, смерти ждут. Ягода тут совсем плохо кончается. Чего-то в брюхе у него застрял. Вот народец, а. Каждый оборотень, хоть на вид и не бандит, а зверь у всех внутрях сидит. Я тут у тебя скальпель взял как раз. Тебе он не нужен.
Ты посмотри, что у него там лишнего в брюхе, и вырежь. Ну не выкидывай, мне принеси, авось пригодится. Смотря, что там будет. На память, что ли? Тебя такой же дурной, как я, полежу. Горбатов могилы исправит. Ой, набрал всяких заданий. Ну что же. Сохранение. И... конец первой серии. Спасибо, что посмотрели первую серию Мора. Дальше будет интереснее. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.